Добрый день! Вы на канале 11 детей. Наша жизнь. И мы продолжаем серию художественного, многосерийный фильм «Заготовка томатов» в любом виде. И сегодня я буду заготавливать из своих 300 килограмм томатов, я буду делать икру. Эту икру половина я буду делать для детей не острую, и половина, немножко поменьше, я буду делать острую. Вот острую можно смело назвать аджика, а не острую можно назвать икру. Ее можно будет на хлеб мазать, ее можно будет даже в борщ добавлять, но она будет очень вкусная. Поэтому что у меня в нее входит? У меня в нее входит 10 килограмм перца. Перец вот это сейчас там дети, это я очистила, и дети там вот так вот полностью от плодоножек, и вот от этого я очистила перчик. Вообще желательно красивее, если весь перец красный. К сожалению, в этом году у меня нету красного перца одного, поэтому я буду делать 50 на 50. И если мне не понравится в конце цвет, я добавлю паприки. У меня есть паприка копченая, но посмотрю. Паприку я не люблю добавлять, но если цвет будет некрасивый, то придется немножечко добавить паприку. Также сюда идут сок помидора, 3,5 килограмма помидор, перец, помидоры, 500 грамм чеснок, начищенный у меня уже взвешенный. Чеснок я буду делать на терке вообще. И морковь, вон она уже у меня готовая стоит. И морковь. Кому нужно будет пропорции, я все напишу. Но вы столько не будете делать. Это примерно, знаете, сколько? Литров 15 получится у меня. То есть, если по 700 граммовым баночкам, то сейчас один раз сделала и все. И пусть она стоит, она не портится. То есть чесночок натираю на терочке. Морковь у меня Валера уже натер. Это я прогоняю через мясорубку, через соковыжималку, это на мясорубке. И будем готовить. Сейчас буду чеснок тереть. Хорошо, у кого есть электрическая терка, но у меня нету, к сожалению. Пока Валера мне натирает чеснок. Да. Мама работает на соковыжималке. Помидоры сырые, не обдаренные, то есть ничем не обработанные. Просто мне нужен томатный сок. С этой стороны сок, а с той стороны жмых. Из 3,5 килограммов помидор. Можно, конечно, это делать, как я делала до этого, через сито перетирать. Ну, а можно делать и так. То есть идет полностью заготовка икры. Вот сколько получилось. Сейчас доделываю уже. 3,5 килограмм на соковыжималке. Свежие помидорки, такой густой сок хороший, без шкурочек и без семечек. Вот он. Сейчас я за собой здесь уберу и буду запускать. То есть у меня уже готов сок. И буду запускать в мясорубку для того, чтобы перекрутить весь перец на мясорубке. Сейчас соковыжималку уберу.
Уже у меня заготовка заканчивается. Чеснок натерт, морковь натерта, сок сделан. Только у горького перца я буду отрезать только плодоножечку и все. Перец начищен. Мне осталось перемолоть 10 килограмм перца на мясорубке. Я говорила, что желательно красный перец, но у меня нет. Ничего страшного. Ровно 30 минут со всеми отвлеканиями ушло у меня на перемалывание 10 килограмм перца разного, зелено-красного. Цвет, конечно, такой осень. Хотелось бы, чтобы была такая яркая осень. Но у нас такая осень. Желто-зелено-красная. И сейчас я в конце переключу помытый перчик горький. Я его просто вот так вот перекручу. Просто плодоножки отрежу. 400 грамм у меня здесь перца. Просто отрезаю плодоножки и перекручиваю. И все. Подготовка закончилась. И остается самое легкое все приготовить. Это недолго. Сейчас еще крышки стерилизоваться поставлю. И отдельную посуду надо. Я его буду в конце добавлять, потому что у меня маленькие дети. Острая я им не делаю, хотя Костя очень кушает острая, прям сильно. Ну, половину сделаем, чтобы икра была, чтобы можно было в пищу добавлять, да? И на хлебушек мазал. Открыл, помазал. В самом конце перекручиваю. Можно было перчатки одеть, чтобы руки не жгли. Ну ладно, уже не до перчаток. Все, вот столько у меня получилось, 400 грамм перца. Все, мои подготовки закончили. Сейчас чуть-чуть уберу за собой и продолжим. Берем 500 грамм масла подсолнечное. У меня подсолнечное. Растительное масло. И немножечко будем обжаривать наш чесночок, перетертый через терку. Сейчас маслица чуть-чуть нагревается, сковородка наша большая. Мне кажется, она уже маленькая. Вообще, доча, ты как это угадала? Она уже маленькая. Так. Зато эту раз сделать заготовку и все. Чесночок. Приготовлю морковь. Морковь обычная, тертая через терку. Жарим чеснок. Запах, да, доча, какой начался? Да. Ой, какой вкусный запах. Жарим чесночок, обжариваем сначала. Очень хорошая икра будет, очень вкусная, такая нежная. Манить будет к себе. Я планировала сегодня еще делать борщевую заправку, но время уже 4 час. Я бы сделала, тем более мы уже подготавливаем продукты, но к нам с Читы приехали гости на один день, проездом ехали, каждый раз к нам заезжают, как с моря или на море. И на море, и с моря едут. Но в этот раз с моря. Поэтому у нас замочены шашлычки. Вчера у нас в станице резали чушечку люди. Мы купили мяско хорошее, нежное. Сейчас сделаем эту закруточку и хорошо отдохнем. А с утра будем заниматься борщевой заправкой. Борщевой заправкой. Запах на всю кухню. На всю кухню стоит сумасшедший вкусный запах. Вообще прям. Такое чувство, что я чеснока ела. Потому что запах много, но полкило жарится. Это у меня столовая ложка обычного черного перца. Добавим. Столовая ложечка.
Обжаривается. Здесь побольше Никитка сделал мне молотый кориандр. Мне нужна столовая ложка. Да и все там чуть-чуть. Свеженький такой, так вот ложечка мне нужна будет. Свежий кориандр, молотый. Сейчас запах раскроется в масле. Ой, вкусно как. Его бы делать в большой посуде, в казане, можно было бы, конечно, в той. Ну, я заняла большую кастрюлю, а уже на улицу жара такая, на казане делать. Сейчас шашлыки-то будем жарить, и то жара. Ой, как вкусно. Ну, а теперь морковь. Теперь морковь. Всю сюда потертую. И будем делать с морковью. Вот. А что у нас получается? Получается вкусно, морковочка поджаривается. В таких масштабах сразу все, да? Угу. Больших. Масла немного, видите, даже морковь не плавает, нету ничего такого здесь, чтобы вот прям утонуло все. Да. То есть, но морковочка в масле. Ярко насыщенный. Это делать надо на улице. Ярко насыщенный. У нас еще вытяжки пока нету, поэтому запах такой стоит. Ярко насыщенный. Сейчас морковочка подтушится, и мы ее будем выкладывать в наш молотый перец сладкий, который я крутила на мясорубке ровно 30 минут. Самое долгое занимает подготовка, а потом все проще. Я сейчас ее уже поставлю, кастрюлю, чтобы она нагревалась и горячая была, чтобы было быстрее. Так, сейчас я крышку уберу сюда. Ну, выключки. Угу. Электрическая и газовая. Тряпка поставлю. Все. Перец я ставлю нагревать, потому что сейчас буду соединять эти два компонента. Это икра, то есть это чеснок, приправа кориандр, перец черный, масло и морковь. Сейчас подтушится хорошо. Поставила нагревать уже перец, чтобы он уже нагревался, он уже тепленький, поменяла местами. Здесь у меня большая конфорка. Морковочка уже поджаривается, как будто фарш жарится из-за перца, из-за кориандра. Да. Пусть хорошо ужарится. Так, 15 минут я тушу свою морковь в своей большой 9-литровой сковороде. Морковь и чеснок тушатся, все уже протушено хорошо, 15 минут прошло. Здесь для ускорения процесса у меня уже на газу стоит перец. Я его сейчас помешаю, он уже Красивый начинает закипать, да. И сейчас я буду выкладывать туда свою морковь. Я выкладываю свою морковь и перемешаю. И перемешаю. Тебе звонит кто-то. Где? Так, сейчас я засеку, сколько времени будет закипать. Кастрюля у меня большая, 20-литровая. Поэтому я буду мешать. Мешать буду постоянно, потому что перчик будет опускаться. Здесь, в принципе, масса такая. Ну, посмотрела я
Не буду я добавлять паприку. Цвет для икры все равно получился красивый. Сейчас еще я сюда добавлю сырой томатный сок. И он еще разбавит цвет. Поэтому не буду для икры, да, смотрю на хлеб, красиво такой цвет. То у нас был только красный, ну а теперь такой будет интересный. Поэтому не буду я добавлять паприку, лишние такие разные приправы. У меня здесь будет только кориандр, перчик черный, чеснок, соль, сахар. На эту массу я добавлю 150 грамм соли и 80 грамм сахара. И 3 столовые ложки 70% уксуса. Все. Так. Вот у меня это невареный сырой сок. Я его выливаю. Перемешиваю и оставляю все это закипать. Смотри, доча, какой он красивый получился, да? Да. Поэтому не будем. Нам не надо, чтобы красный был. Пусть что-то будет цвета осени, правда? Угу. Все, пусть закипает. Все равно скоро осень. Да, закипает. Мы закроем крышкой его, чтобы он закипал. Где-то я приготовила крышку. И минут через каждые 5 минут 10 буду мешать. Но я думаю, сейчас засеку время, со сколько он у меня, моя 20-литровая кастрюля закипела. Сейчас 16:04. 16:04 я оставила, ушла, время засекла. Сейчас 16:15, начинаются первые бульки. Сейчас я возьму 150 грамм соли, высыпаю. Это уже проверено по рецепту. Ну, кто-то недавно говорил, что сейчас соль ядерная. Ну, в общем, вот так. Проверено по рецепту. Так-то должна желтая, да, получается. 80 грамм сахара. Всего 80 грамм, чуть-чуть. Ну да, желтоватая получается. Жидковато? Желтоватая. А мы тогда сейчас посмотрим. Наверное, тогда добавим паприку. У нас есть паприка. Вот это сколько грамм здесь паприки у меня? 25 грамм. Сейчас мы ее добавим. Ага, здесь есть. Оп. 25 грамм паприки. Хочется покрасней. Начала ужариваться. Это из-за того, что у нас преимущественно был зеленый перец. Вот она, паприка. Вот так. Ну вот с паприкой сразу темнеет, да? Да. Да, ну тогда еще 25 грамм добавлю, чтобы было поярче. Если у вас, конечно, только красный перец, у меня в этом году преимущественно зеленый, это плохо. Если красный, то вообще будет вот такая красота. И так будет. Главное, чтобы вкусно было. Еще 25. И вот так. Все-таки я добавила паприку для того, чтобы красивый был цвет. У меня здесь, я уже сказала, что я добавила соль и сахар. Я, получается, уже добавила все, кроме уксуса. Так вот, чтобы не подкипало, убираю. Я сюда даже уже добавила томатный сок. То есть уже все. Пусть сейчас кипятится. Будем постоянно помешивать, для того, чтобы масса не опускалась и не пригорала. Закрою крышечкой. Сейчас скажу, сколько еще буду минут делать. Где мой телефон? Вот он. 16:18. Ну, я думаю, 30 минут сейчас покипячу хорошо.
Ну вот, уже 16:25, то есть буквально 8 минуточек, 7. И наша икра. Пока она без острого перца, мы ее будем называть икрой. Вкусная икорочка. А когда острый перец добавим, мы будем называть аджикой. Сейчас мы папочку позовем баночки закручивать. Да. Вот такая она, смотри, какая красивая получается. Главное, чтобы она была вкусная. Сейчас мы еще попробуем потом на соль, посмотрим, какая она получится. Ну, должно все быть в норме. Мы сейчас расскажем. И сейчас, вот сейчас время 16:26, помешивая постоянно, до 16:45. Пусть она варится 30 минут сейчас, до без 10. Валера за хлебушком сходил. 6 булочек? Да. Да, положи карточку на место. Сейчас мы ее будем постоянно помешивать. Все. Томат мы сюда не использовали. Мы сюда использовали томатный сок, который сделали на соковыжималке. Ну, либо, если соковыжималки нету, то можно старым дедовским способом. Дед этот, да, все способы придумал. Через ситочко. Я вспоминаю, видела, как девочки-армянки делают пасту. У них такие квадратные сито. Это несколько дней подряд. Они это перетирают. Сначала кипятком обдают все помидоры. Снимают шкурочку. Потом все это перетирают. Ой. Это настолько все трудоемко вообще. Все, пусть кипятится хорошо сейчас. Красивая такая. И цвет нормальный. Типа морковный. Ну да. Типа морковный получилось. Хоть мы сюда и добавили... забыла что. С головой. Паприку. Паприку добавили. С головой что-то. Прошло 7 минут. 26 минут мы закрыли крышечкой. И сейчас 33 минуты. Мешаем. Да. Я попробовала, всего достаточно. Соли достаточно, сахара достаточно для меня. Для нашей семьи достаточно. Пусть чуть-чуть тушится. Сейчас сюда еще уксус скоро будем добавлять, эссенцию. И будем потом разливать. А потом еще будем острый делать. То есть острый перчик. Как я и говорила, он ждет своего особого Случая. Да, он вместе с семечками. Это будет уже аджика. Сейчас я делаю икру 2 в 1. Во, я придумала 2 в 1. Сейчас я делаю икру, а потом получится аджика. Вкусная икорка будет. Главное, что она хорошо проваренная, она будет храниться хорошо. Ничего с ней не будет. Еще эссенции мы добавим. 3 столовые ложки вот на эту массу. Вот получается через 2 минуты будет ровно 30 минут, как кипит наша икра. Сейчас я добавлю в нее 3 столовые ложки 70% уксуса, эссенции. 1, 2, 3. И перемешаю. Вот эссенция, она больше как для вкуса. Чувствуешь, запах другой сразу пошел? Ну да. Такой еды. Что она делает? Кислота это. Все. Сейчас вот Рома пришел. Сейчас закрутим банки и пойдем жарить шашлыки. Наша икра готовится 40 минут, полностью кипит. Не с момента обжарки чеснока, тушения моркови, а вот как все вместе кипит.
И первую партию я начинаю разливать. Сейчас это здесь поубираем. И начинаю здесь 750 граммовые баночки буду разливать. Эта икра, если она не съестся, я за нее не переживаю. Я ее и в борще везде израсходую. Поэтому это не помидорки. Большие баночки, если... Все, у нас здесь уже и уксус, все переварилось. И начинаем за густота. Смотрите, очень... Видите, сколько выкипело? За 40 минут вот столько выкипело. И она еще... Она когда остывать будет, она еще будет густеть. Поэтому вот такие вот полные прям баночки закрываю. Иван сейчас будет не закручивать. Кастрюля большая, поэтому я не выключаю, чтобы не остывало. Вот. Хорошо, как у меня получилось. Какая я молодец. Как у меня хорошо получается. Папа идет. Все, папа, можешь забирать потихонечку с этих сторон. Я сейчас вот так буду. У тебя везде крышечки. Я уже вижу. Да, и закрываем. Только 700 граммов. Давай я тебе сюда буду ставить. 700 граммовые баночки только будем закручивать. 750. Сюда мне надо размазать, чтобы туда-сюда. Я вот убрала баночки у тебя. Ну, как хочешь, в общем, смотри сам. Как тебе будет удобно. Проверяйте, чтобы... Секретную технологию нельзя снимать. Закрутки банок. Так. Никому не рассказывайте. Так-то никто не знает, как закрывать банку. Никто не знает. Это от прапрапрабабушки досталось. Ой. А новые не работают. Ваня, побыстрее. Да? Да. А когда мне разговаривать? Нет, не разговаривай. Побыстрее, солнышко, побыстрее. Крышечка не закрывай. Давай. Так. Интересно, сколько банок получится? Ну, литров 16 должно. Судя по кастрюле, я смотрю, литров 16. Сейчас мы половина сделаем не острая, а половина сделаем острая. То есть 2 в 1. Икра получилась 2 в 1. И аджику сделали, и икру сделали, да? Угу. 2 в 1. Передаю по наследству технологию закрутки банок Максиму. Солнышко, закрывай, Максим, крышками. Аккуратно. Аккуратно. Главное 8 оборотов. Сюда и 6 назад. Так, я только не знаю теперь, какие закрученные. Ну пробуйте, какие закрученные, какие нет. Так. Собаки. Так, последняя баночка идет не острая, а остальные баночки будут острые. Сколько получилось не острых у нас? Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 750 граммовых получилось не острых. Теперь берем наш 400 грамм острого перца, еще проварим 10 минуточек с перцем, чтобы хорошо проварился перчик. Газ прибавим. И теперь варим аджику, острую аджику. Сегодня мы сделали 2 блюда. Икра и аджика. Все, 10 минуточек сейчас засекем. Время 4 минуты до 15 минут варится аджика. Ой. А я пока готовлю баночки.
10 минут прошло, как мы добавили острый перец и сделали нашу аджику. Все, закручиваем. Пусть все кипит, потому что много. Очень густая получилась, очень такая хорошая. Прям будет такая, на хлебушек, на хлебушек. Остренькую. У нас дома любят остренькое. А завтра серия заготовка помидоров, переработка 300 килограмм продолжается. Завтра в следующем видео я буду делать борщевую заправку, как я делаю, чтобы ее было много. Также сделаем, закрутим, и уже зимой такое подспорье будет. Так. Ну-ка, сколько баночек сделали? Сейчас посмотрим, сколько получится. Поменьше чуть-чуть. Потом пополнее. Вот видишь, доча, когда делаю, стараюсь баночки делать пополнее, чтобы вот здесь воздух не скапливался. Папа, на, все. Я думала, чтобы плесень не появилась. Да, чтобы вот именно плесени никакой не было, ничего. Это острое, ее вот тут ставь. Водичка вот. Откуда столько водички? На крышке. Так, делаем еще. Это острое, да? Это острое. Все. Это острое? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И последняя баночка, она, скорее всего, будет... Нет, хватит. Нет, наверное, как обычно, для пробы. Как обычно, для пробы. Да. Так. Получилось 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 баночек 750 граммовых, 11 баночек 750 граммовых не острых, 8 баночек и вот столько. Для пробы. Для пробы вот она. Обычной крышкой закроем, чтобы... Так, сегодня мы быстренько сделали икру. Самая сложная подготовка. Но и людям не надо же, допустим, 11 банок и 8, 19 и плюс это 20 банок 700 граммовых. Людям же не надо столько. Если ровно в половину все урезать, допустим, вот весь рецепт ровно пополам, получится поменьше и побыстрее. То есть самое сложное подготовить продукты, а потом уже все обжаривается, тушится и соединяется, и получается очень вкусная вещь. Готовьте тоже, смотрите наш многосерийный сериал про переработку томатов. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Конец 20 серии.